Однажды ты просыпаешься и понимаешь, что живешь не своей жизнью. Все, к чему ты стремился, перестало иметь смысл. Работа не оставляет времени на мечты. Близкий человек стал самым далеким. И кажется, твой мир настолько хрупкий, что вот-вот развалится. В этой программе я, Маша Ивакова, отправляюсь в самое рискованное и долгое путешествие в своей жизни. Я буду искать себя. Я готова пройти весь мир, чтобы найти путь к своему счастью. Я буду учиться у самых удивительных людей и таинственных гуру творить свое собственное волшебство. Я заново научусь любить этот мир и обязательно найду места, где вновь поверю в чудеса и пойму, как сбываются желания. Если вам тоже хочется изменить свою жизнь, следуйте за мной. Сегодня я отправлюсь в Португалию, на самый запад Европы. Когда-то эти места назывались краем Айкумены, то есть краем света. Они буквально пронизаны магией и мистикой. В древние времена кельты совершали здесь таинственные обряды. Святилища, где они проводились, сохранились в португальских лесах и до сих пор считаются местами силы. Целые деревни славились своими ведуньями. Говорят, ведьмы живут там и сейчас. А в средние века по всем этим давно испытанным мистическим местам пролег самый известный паломнический путь – Камино де Сантьяго. Уже 12 веков по нему идут люди в надежде на исполнение своих самых сокровенных желаний, которые, как говорят, сбываются. Больные выздоравливают, одинокие находят любовь, бездетные обзаводятся детьми, потерянные обретают смысл жизни. В общем, чудеса. Я тоже пройду по этому древнему пути. Я выпью чудодейственный кельтский напиток, заговоренный друидическим заклинанием. Medicine. Это лекарство. Я пройду древний ритуал под руководством жрицы. Я стану участницей сеанса черной магии известной ведьмы. Я тебе сделаю ритуал на кукле Вуду, чтобы привлечь любовь. И встречусь с таинственным стариком, Дай руку. Это прошлое, это будущее. который много лет назад помог безвестному неудачнику превратиться в самого читаемого мистического писателя современности Пауло Коэльо. Прежде чем отправиться в путь, мне посоветовали встретиться с Катариной. Она современная волшебница, целительница. Она должна подготовить меня к пути и благословить. Меня зовут Катарина. Я жрица сил природы. Помогаю людям обрести себя и жить в гармонии с миром. Катарина проводит древние ритуалы, которые помогают подготовиться к прохождению пути, усилить интуицию и понять свои истинные желания. Многие идут в этот путь, чтобы, например, забеременеть, да, когда нет детей, либо кто-то хочет выйти замуж, найти свою любовь, кто-то болеет и хочет исцелиться. А что делать в случае, когда не понимаешь? Вот честно, я не понимаю, я не знаю, а что будет для меня лучше? Как вот послушать свое сердце? Вот какое намерение мне нужно сформировать на этот путь? Я объясню тебе. Многие не понимают, зачем проходить путь Сантьяго. Современный человек привык к удобствам этого мира, погряз в бытовых проблемах и в результате потерял себя. У нас так много дел и вопросов, которые, как нам кажется, надо решить, поэтому нет ни времени, ни желания, ни потребности понять, кто мы и чего на самом деле мы хотим. На этом пути тебе придется выйти из зоны комфорта и заглянуть внутрь, потому что главная встреча, которая тебе предстоит, это встреча с самой собой. А намерение, оно уже есть внутри тебя. Ты скоро поймешь, что сейчас для тебя наиболее важно. И я помогу тебе в этом. Я проведу древний ритуал возвращения к себе, который приблизит тебя к твоему настоящему «я».
Это очень древняя техника, которая погрузит тебя в состояние экстаза, где ты сможешь прожить самые глубокие эмоции и лучше понять себя. Я готова. Начнем с дыхания. Дыши, дыши. Я начала дышать, как сказала Катарина. Дыши. Поначалу мне было неприятно, некомфортно. Меня начинало сводить руки, сводить живот, сильный дискомфорт в голове. Дыши, дыши. Сейчас мы очистим все энергии и вернем чистоту души. Потом я настолько погрузилась в себя, я вообще даже ничего не слышала вокруг, просто была внутри. Наступила такая полная тишина, пошли яркие цвета, и я почувствовала, как все мое тело начинает расслабляться. Вспомни себя 7-летнюю. Открой дверь в твою комнату. Посмотри, на кровати сидит маленькая Машенька. Я увидела себя маленькую, меня это так тронуло. Я увидела, какая она замечательная, сколько в ней жизни, сколько в ней огня, сколько в ней любопытства. Хочешь, можешь поговорить с ней. Ты такая молодец, ты такая умничка, ты такая красивая, ты такая... Я тебя так люблю, я тебя так люблю, я так тобой горжусь, я хочу просто тебя обнять. Ты продолжай мечтать, продолжай жить, ничего не бойся, я тебя очень люблю, я всегда рядом с тобой. Сделай глубокий вздох и возвращайся в свое тело, Маша. Возвращайся. Я отлетела на другую планету совершенно. Ой, мамочки. Уф. Конечно, это был очень необычный опыт. Теперь ты готова, но главное, иди по этому пути с детским любопытством и непосредственностью, которые, как ты вспомнила, в тебе есть. После ритуала Катарина предложила мне вытянуть карту Таро и посмотреть, что меня ждет на пути. Май гад, какая-то темная карта вышла. Это будет непросто, и в результате тебя ждет потеря. Ты потеряешь то, что хотела найти. Боже мой! Несмотря на тревожный прогноз Катарины, я все же сделаю намеченное. Пройду этой известной дорогой паломников. Камино. Камино де Сантьяго. Путь святого Иакова. Это имя пути, который ведет в испанский город Сантьяго де Компостела, где по преданию хранятся мощи одного из апостолов Христа – Иакова. Камино – это не единственная дорога. С IX века паломники шли к чудодейственным мощам из разных уголков Европы. Так появилась целая сеть дорог Сантьяго де Компостела. Со средних веков считалось, что прошедшему любой маршрут паломничества прощаются все его грехи. В наше рациональное время дорога к храму святого Иакова по-прежнему многолюдна. Каждый год более 300 тысяч человек разных взглядов и конфессий отправляются в этот путь. Правда, современный запрос немного иной. Не искупить грехи, а получить ответы на свои вопросы и загадать заветное желание. Как утверждают, это работает. Звучит, конечно, многообещающе, но хочется доказательств. И я их нашла в пригороде Лиссабона. Меня зовут Надежда. В 2018 году я прошла путь Камино. После этого я вышла замуж за любимого человека. Надежда – живое доказательство того, что чудеса Камино реальны. В 2018 году 45-летняя разведенная менеджер из Саратова случайно услышала о существовании Камино. Решила отвлечься от проблем и провела отпуск, пройдя этот путь.
Пришла в Сантьяго, ну и все. Потом у статуи Сантьяго я загадала желание. Что вы загадали? Я загадала, чтобы он мне дал взаимной любви. Чудо случилось буквально на следующий день. Я зашла в церковь в одной деревне. Смотрю, кто-то рисует, смотрю, вроде что-то там у него. То ли он по-русски сказал, то ли что-то по телефону с кем-то по-русски. Так, этот человек оказался. Оказался молдавским художником, который живет в Португалии 20 лет. Володя, ну вот вы когда там рисовали, вы вообще ожидали, что придет муза в вашу жизнь? Ничего не ждал. И любовь вышла как, ну вот как внезапно. Все так. Да он вообще про камины не знал. Я вообще Он про вообще не камины знал, что знал. пилигримы ходят. И просто я оказался на ее пути. История Надежды и Владимира, конечно, вдохновляет. Быть может, и мне в пути стоит задаться вопросом, как обрести взаимную любовь? Мне не обязательно, чтобы мы говорили на одном языке. В этом плане я не привередливая. Путь, который выбрала я, начинается из португальского города Порту. Он достаточно простой и подходит начинающим паломникам вроде меня. Мне предстоит пройти пешком 240 километров. Кстати, заблудиться практически невозможно, потому что весь маршрут Камино де Сантьяго обозначен специальными знаками – желтыми стрелочками и ракушкой. Важный момент. Перед началом пути надо получить паспорт, который дает право селиться в специальных бюджетных гостиницах и получать огромную скидку в кафешках на маршруте. Спасибо. Чао. Итак, моя дорога к чуду начинается. Первые километры пути не выглядят магически. Они проходят по улицам города Порту. И кажется, что пилигримов здесь в сотни раз больше, чем местных жителей. Привет, сколько дней ты в пути? 2 месяца. 2 месяца? Я шел в Сантьяго из Франции, а потом пошел в обратную сторону, а потом свернул на португальский путь. Но сейчас я уже возвращаюсь домой. А почему ты отправился в путь? У тебя было намерение? Я отправился в путь, потому что одна девушка, мой лучший друг, тяжело заболела и 3 месяца лежала в больнице. И когда я дошел и загадал желание, я позвонил в больницу, а мне сказали, что с ней уже все хорошо. Правда? Это же чудо! А что это написано у тебя на посохе? Любовь – это ключ. Да, это именно так. Я обратила внимание. Стоит о чем-то подумать, как вдруг появляются ответы. Слово «любовь» на посохе случайного попутчика. Но это же ведь не случайно. То, что произошло со мной, как только я вышла из города, объяснить логически я просто не могу. Мы с оператором сразу же заблудились. Все как в жизни. Куда идти? Непонятно. Я очень не люблю, когда я не знаю, куда я иду. А куда правильно идти? Ну, где желтая стрелочка? А если их нет? И вот я прям заметила, как у меня сейчас такое раздражение. Просто так идти куда-то не хочу. Хочу идти правильно. Около часа мы бесцельно кружили по лесу. Кстати, древние кельтские мифы говорят, что крутить начинает того путника, который нечетко знает, зачем он вышел в путь. Но я-то уже знаю. И когда начало казаться, что мы останемся здесь навсегда, буквально в 100 метрах я заметила человека. Он спокойно собирался перекусить в совершенно безлюдном месте. Интересно, это можно считать первым чудом? Вы хотите сфотографироваться на этом прекрасном фоне? Я могу подвинуться. Нет, а где камина? Вон туда. Спасибо. Приятного аппетита. Неплохо устроился, да? Сидит, ест салатик с таким видом. Я правильно иду. Где-то здесь должен быть монастырь, в котором я собираюсь сегодня ночевать. Ну, вообще, монастырем он уже не является. Сейчас это гостиница для пилигримов. Судя по
крестам. А нет, это кладбище. Пока мне еще туда рано. Альберги де Сантьяго, что означает гостиница на пути к камину. Они называются не гостиница, не отели, а альберги. Ола. Привет. Вы пилигримы? Да, А вы откуда? из Бразилии. Прикольно. Amazing. Okay, guys, have fun. I'm gonna Thank you. stay. Ciao. Ciao. Парни симпатичные тут. Здравствуйте. Добро пожаловать. Вам нужен ночлег? Да, как вас зовут? Карл, управляющий альберги. Очень приятно. Меня зовут Мария. Здесь так красиво и выглядит, как дворец. Да, ранее здесь был монастырь, возведенный в XI веке. Он принадлежал бенедиктинцам. На его территории проживали монахи и монахини, но спустя какое-то время монахи ушли в другой монастырь, и остались только монахини. Вы монахиня? Нет. Может, вы войдете? Yes, please. Конечно, Thank you спасибо. so much. Альберги – это гостиницы для паломников. Они расположены на всем пути до Сантьяго-де-Компостела. Остановиться в них можно по паспорту пилигрима. Можно снять спальное место в общей спальне или отдельную комнату. Принять душ после дороги, перекусить, постирать вещи. И это намного дешевле, чем обычная гостиница. В общем, альберги чем-то похож на хостел. А это дверь на этаж за отдельные пожертвования. Для тех, кто платит немного побольше, мы можем предоставить более комфортные условия. На секретном этаже бывшего бенедиктинского монастыря я обнаружила неплохой массажный кабинет. Это потрясающе. Я не могла такого представить. И комнату для медитаций. Вау! Давай я тебе покажу нашу самую лучшую комнату. Это комната с двуспальной кроватью для пар. Лучшая комната альберги. Люкс. Luxury. But you know, I all the time like... Для пар? Я вот не понимаю, почему раньше такие двуспальные кровати делали такие маленькие? Да, ты права. Так везде в Португалии. Как они предполагают, на них нужно спать парой? Вот так? Ну, если бы мы были парой, мы бы спали вот так. И сколько мне нужно пожертвовать, чтобы остановиться в люксе? Yes. 30 евро. 30 евро, вся радость. Всего лишь. Я хотела спросить, свободна ли она на сегодняшнюю ночь? Могу ли я здесь остаться? Да, можешь. Я счастлива. Это волшебно, спасибо. Уже 9 лет Карла работает в альберге управляющей. Она не просто выдает ключи и постельное белье остановившимся на ночлег паломникам. Она выслушивает их истории и вселяет в них уверенность, что в конце пути их надежды сбудутся. Многие приходят с благодарностью, потому что они счастливы, или потому что они только поженились и хотят пройти этот путь вместе, или же наоборот развелись и хотят пройти его в одиночку, или потому что они потеряли своего ребенка. Извините, мы никогда не спрашиваем, потому что это не наше дело спрашивать людей, почему они решили пройти этот путь. Но слезы — это хорошо, потому что они помогают нам исцелиться. В этом и суть моего нахождения здесь — выслушать, поддержать. Ведь на одну ночь мы все тут становимся семьей. Это просто невероятная женщина. У нее такое огромное сердце. Честно говоря, меня такие люди, такие женщины очень сильно вдохновляют. Вообще, конечно, я уже устала, и мне надо ложиться спать. Завтра я встаю очень рано, в 4 утра, потому что я договорилась выйти в путь с одним очень интересным человеком. Рано-рано утром. Но Карла позвала меня сделать какую-то интересную церемонию. Конечно же, я не могу отказаться. Последний рывок. Какой интересный путь. Мне кажется, тут вообще написано «запрещено заходить в сад», но
Мне сказали идти сюда, поэтому я иду послушно. В полночь в саду монастыря все эти люди собирались на таинственный ритуал. Мы ждем тебя. Это то, что мы называем куэмада. Это напиток, который готовили кельты, чтобы очиститься от негативной энергии или излечить болезнь. Этому ритуалу меня научили монахини. Надо это поджечь. Ну ничего себе, монахини. Втихаря готовили и попивали языческий напиток, вдобавок очень крепкий. Он варится на основе виноградной водки арухи. Вау! Этот напиток состоит из 4 элементов. Пусть вода даст силы обходить преграды, которые уготовила нам судьба. Пусть земля даст нам свою энергию. Пусть воздух подарит нам легкость. Пусть в огне сгорят все наши страхи и невзгоды и очистятся наши души. Карла начала читать заклинания и молиться. И попросила всех сосредоточиться на их молитвах и желаниях, смотреть на огонь, направлять свои мысли туда. Это было похоже на то, как заговаривают зелья в сказочных книгах, только все происходило наяву. Если честно, у меня постоянно бежали мурашки, потому что слова заклинания действуют завораживающе, почти гипнотически. Я поняла, что дело не в рецепте, а именно в словах и намерениях. Важно искренне произносить каждое слово и верить в результат. Тогда заговоренное зелье и молитвы будут работать. Напиток очень горячий, я налью тебе совсем чуть-чуть. Весь алкоголь, который был внутри, испарился, то есть это сейчас безалкогольный напиток. Спасибо большое. Как они сказали, что алкоголя тут нет, но на самом деле он тут есть. Я уже чувствую, как меня обжигает. Я вообще не пью алкоголь, но здесь невозможно отказаться. Столько молитв. Medicine. Это лекарство. Medicine. Да, завтра утром ты встанешь и почувствуешь себя прекрасно. Ничего не будет болеть. Ты будешь спать, как младенец. Cheers to you. To the camino. To the camino. Yes. Bon camino. Bon camino. Я вот чувствовала, вот я знала, что нельзя пропускать этот ритуал. Вот теперь я уже могу со спокойной совестью идти спать. Завтра мне очень рано вставать, но это того стоило. Время 5 утра. Я продолжаю накапливать магический опыт на Камино де Сантьяго. Так рано встать мне пришлось, чтобы не пропустить новую мистическую встречу. Меня ждет одна из самых известных проводниц на Камино – Дулс, в сопровождении своей ассистентки-переводчицы. Чтобы попасть в группу Дулс, паломники записываются в очередь за полгода. Все хотят пройти с ней хотя бы часть пути, потому что она помогает выйти за рамки привычного и увидеть, что мир вокруг полон магических подсказок и знаков. Меня зовут Дулс. Я прошла Камино 22 раза. Теперь я проводник, сопровождающий паломников по священным тропам к Сантьяго де Компостела. Скажите, зачем мы проснулись так рано? Потому что впечатления, которые вы получаете в ночное время, имеют большое значение. Ночь символизирует тени наших страхов. Это время предназначено, чтобы задавать вопросы. Пойдем. Хорошего нам пути. Я отправилась в первое паломничество из-за того, что потерялась в этой жизни. Когда я вышла в путь, мне было страшно. На дороге я была одна. И тут передо мной на тропу села птица. Она перелетела вперед и будто звала меня за собой. Я поняла, что я не одна. Мой самый большой страх был прожить жизнь в одиночку. Но эта птица стала знаком, что я никогда не буду одинока. Дулс превращает поход по пути Святого Иакова в полноценную магическую практику. Каждому путнику она предлагает выбрать послание, адресованное именно ему. В случайности Дулс не верит. Достань один из свитков. Там написано то, над чем тебе предстоит задуматься на этом пути. Открой. Что твой самый большой страх хочет тебе показать? Неожиданно. Я ожидала что-то про любовь, а тут про страхи. Хотя, возможно, это связано.
Когда ты начинаешь свой путь, все, что тебя окружает, пытается поговорить с тобой. Надо следить за этими знаками. Это знак. Знак остановиться. Нет, другой знак. Тебе надо отпустить свой мозг и довериться сердцу. Я слишком много в голове, слишком много думаю. Отпустить мозг. Легко сказать. Мы, жители больших городов, даже не замечаем, как наш разум не дает расслабиться и все время требует контроля, ответов, доказательств. Тулс уверена, надо довериться миру, потому что вся Вселенная пронизана знаками, которые указывают нам, куда идти дальше и что делать для того, чтобы быть счастливыми. Но зачастую мы их просто не видим или игнорируем. Инсайт от Тулс. Надо быть очень внимательными и не пропускать знаки. На Камино, как и в жизни, нам встречается много мостов. О чем этот знак говорит? Иногда нам страшно, мы оглядываемся назад и не можем перейти к чему-то новому. Но стоять посередине – это полный провал, который ни к чему не приведет. Надо закрыть глаза и смело перейти на другую сторону, не оглядываясь назад. Сегодня в планах пересечь границу с Испанией, после которой мой путь пойдет по испанской части Камино. А переночевать мне придется в настоящей деревне ведьм. Звучит устрашающе. Хотя именно ведьм я не боюсь. Надо подумать, о каких моих страхах говорилось в свитке Тулс. Что твой самый большой страх хочет тебе показать? Что у меня самый большой страх? Наверное, это такой базисный страх, страх смерти. Наверное, он мне показывает, что нужно больше концентрироваться не на смерти, а на жизни. Красотка! О, мне только что сделали комплимент. Так, про что я там говорила? Про смерть. Мужчина все время отвлекает. И от смерти тоже. Как там советовала Тулс? Следи за знаками. Она говорила, ты много думаешь. Наверное, это знак. Не думать о том, что изменить не в силах. Или о том, что может случиться когда-нибудь, где-нибудь. А сосредоточиться на том, что есть сейчас. Ведь жизнь происходит здесь и сейчас. Ой, обожаю эти подъемы просто. Паломники рассказывают, что самый трудный день – первый. Люди с непривычкой устают от бесконечной ходьбы. Со мной это произошло на второй. У меня началась первая боль в ногах. Здесь. Вот. Неожиданная боль. Рюкзак не натирает, просто он очень тяжелый. Не женское это дело тяжести таскать. Устал. Человек устал. Царапалась. Теперь совершенно очевидно. Из зоны комфорта я точно вышла. Напряжение у меня копится, копится и копится. Поэтому сейчас я с вами поделюсь практикой, как снимать напряжение. Для начала звуком сделать так. Ой, мальчики. Ох, очень много напряжения у меня прям во всем теле оно. Уф. Ее так трясетесь. Весь стресс из тела, весь стресс из тела. Если вы так поделаете минутку, у меня аж голова закружилась, но очень хорошо становится.
Тем не менее, спустя еще час к сильнейшей усталости и боли в ногах добавились первые мозоли. Наступает такой момент в путешествии, когда от усталости не хочется ничего. И кажется, что поднять с места и заставить идти вперед может только чудо. Ола. Ой, здравствуйте. Как вас зовут? Родриго. Родриго. Да. You going А вы alone? идете один? Да. У вас do какая-то you have any высокая special духовная цель в intention паломничестве? for this? Да нет, для поддержания физической формы. Я живу рядом, в соседнем городке. В этом городке? Да, я иду по камину в первый раз. А почему вы вдруг решили пойти именно сейчас? Поскольку я живу рядом на маршруте и каждый день вижу паломников, я сегодня подумал, почему бы не пойти, вот и пошел. А вы знаете о чудесах, которые происходят на Эль Камино? Я слышал, но в чудеса особо не верю. А у вас девушка есть? Сейчас нет. Так может, вашим чудом будет любовь? Может быть. Может, я оказалась на вашем пути, чтобы у вас появилось желание, которое может исполниться? Может. Счастливого пути! Чао. Вы сами все видели. Я сидела, делилась впечатлениями, и тут зашел Родриго в коротких шортах. Вот так, такие чудеса на каминах бывают. Так что, девчонки, если вы преследуете цель влюбиться, идите одной. Мужчины все-таки творят чудеса. И я пока не о святом Иакове. Я о Родриго. Благодаря встрече с ним я смогла встать и, несмотря на разбитые ноги, Где мой идти Родриго? вперед. Вот, наконец-то, мост! Я вижу мост! Все, мы почти в Испании. Вау! Пока, Португалия! Там, где проходит Камино, Португалию и Испанию разделяет мост. Для того, чтобы оказаться в другой стране, мне понадобилось бы не больше 5 минут, если бы не проблема, которую предвидела Дулс. Еще один мой давний страх. Мне стыдно признаваться, но я боюсь высоты, и особенно я не люблю высокие мосты. И как-то мне не нравится вот это вот все. Ладно, короче, собралась, пошла, все. Отбросила страхи. Слушайте, ну мне не нравится, что вы меня снимаете вообще-то. Потому что мне страшно. Мне реально страшно. Я не хочу идти, я хочу пойти по проезжей полосе. Все. Потому что я не хочу туда вот смотреть, я пойду здесь. Ладно. Все, я ни о чем не думаю, просто иду. Пошла, 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 пошла. Я сделала это! В Испанию я вбежала уже немножечко другим человеком, с чувством эйфории от победы. К вечеру этого длинного дня я оказалась в небольшом рыбацком городке Камбаро. Очень такой симпатичный городок, этот Камбаро. Это город ведьм. По преданию, именно в Камбаро в средние века проходили шабаши галисийских ведьм. Свои магические знания они передавали из поколения в поколение. По факту они тоже исполняли желания и творили чудеса. С положительным или отрицательным результатом. Не об этом сейчас речь. Главное, что я оказалась здесь не случайно. Возможно, это тоже знак. Вроде Галисия, вроде пристанище ведьм, а ни одного даже объявления, знаете, как ворожу, гадаю, на руке, не знаю, на свече. Ничего такого вообще нет. Sorry. Hola. Здравствуйте, вы не подскажете, где я могу найти настоящую ведьму? Вдоль всей улицы очень много ведьм. Там куклы, мне нужна настоящая. Нет, не знаю. Вы не знаете, есть ли тут настоящие ведьмы?
Ведьмы только в сказках бывают. Мега, так их у вас называют. Ну вот. Нет, настоящая нужна. Может, вы ведьма? Иногда приходится ею быть. Где мне найти ведьму? Где мне найти ведьму? Ведьму, волшебницу, женщину? Может, где-то в деревне поискать, но тут точно нет. Я слышал, вы ищете ведьму? Да. Если честно, мне стало как-то не по себе. Совершенно случайный покупатель оказался тем самым человеком, который лично знает настоящую ведьму. Записывайте адрес, я с ней договорюсь на завтра о вашем визите. Зачем вообще на Камино идти к ведьмам? Ну, во-первых, мы в Галисии. Да, в Галисии это всегда считалось прибежище ведьм. Я люблю исследовать эту тему. И вообще, я считаю, что каждая женщина по своей сути ведьма. Не потому, что она колдует, там, шаманит, а потому, что она ведает, она знает. Галисийская ведьма, к которой мы направляемся, не только дала разрешение на съемку, но и сказала, что готова провести для нас любой ритуал. Правда, за это придется заплатить 200 евро. Возможно, у нее есть ритуалы на привлечение любви в жизнь? Тук-тук, я твой друг. Hola! Hello! Здравствуйте. Здравствуйте. Рада с вами познакомиться. Маша. Я Мэрилин. Проходите. Конечно, первым делом я решила выяснить, на чем специализируется эта ведьма. Я занимаюсь исключительно гаданием, очищаю души людей, помогаю найти любовь, деньги, здоровье. Мне нравится делать магию на куклах Вуду. В том случае, если у вас есть плохой муж, можно провести ритуал на куклах Вуду. На кладбище можно провести ритуал, чтобы человек заболел. То есть это же просто, считай, преступление? Ну, как-то просто на кого-то наслать какую-то порчу. Если это очень плохой человек и постоянно делает плохое кому-то, мне нужно быть жесткой и выполнить эту работу, чтобы освободить место от этого человека. А делаете ли вы ритуалы притяжения любви? Да-да-да, привороты делаю. Я тебе сделаю ритуал на кукле Вуду, чтобы привлечь любовь. Нет, мне не надо Вуду. Я не хочу Вуду. Ребят, я вам всем советую, если вы еще ходите к каким-нибудь бабкам-ведуньям, гадалкам, которые обещают на кого-то наслать порчу или там привлечь любовь, не делайте этого. Это все очень-очень странно. Это все очень странно. Я интуитивно держусь от этого всего подальше. Мерлин оказалась настойчивой и явно хотела произвести впечатление. В этой коробке находятся вещи, с которыми я провожу ритуалы. Вот эти куклы, давай сделаем. Да что ж она мне все это ритуал не уговаривает делать? Да не хочу я. Это магическая свеча для разлуки. Если твой муж находится с другой женщиной, чтобы их разлучить. Что делаем? Портим жизнь той любовницы и их разлучаем. В эту куклу мы прячем фотографию мужа. Потом втыкаем иголки в глаза, чтобы он мог видеть только тебя. А в рот иголки, чтобы он мог говорить о любви только с тобой. И связываем ему руки, чтобы он мог обнимать только тебя. И ноги, чтобы не мог ходить к другой женщине. Потом опускаем куклу головой вниз в банку. Банку до половины заполняем медом, потом сахар, корица и твоя моча. То есть мне писать для того, чтобы... И закрыть банку. Мне не надо делать. Она мне все время уговаривает, чтобы я что-то сделала. Нет, я просто хочу разобраться в магическом вопросе в Галисии. Ну тогда давайте духа вызовем, чтобы вы чувствовали себя в спокойствии и чтобы у вас было все хорошо в жизни. Вы будете себя очень хорошо чувствовать. Ситуация, прямо скажем, патовая. Если честно, то хочется убежать от этой назойливой ведьмы. Но вдруг она понаделает кукол Вуды всей съемочной группе. К моему счастью, Мерлин ожидали следующие клиентки, которые пришли как раз вызывать дух какого-то своего родственника, и ведьма переключилась на них. Запах ужасно стоит. Пока все это выглядит совершенно не магически. Сели, задымили.
Да откроется свет и дорога духом. А теперь к сигарам добавляется виски. Надеюсь, до танцев на барной стойке не дойдет. Посмотрите, у нее идет ровный пепел. Это потому, что она закрытая. У нее жизнь закрытая, что-то не дает ей развития. Ты идешь по жизни и не наслаждаешься тем, что у тебя есть. У тебя проблемы. Спустя еще 15 минут курения наконец-то пришел дух. По крайней мере, так нам сказала Мэрилин. Он вселился в нее и заговорил. Я чувствую в тебе боль. Очень много боли. Я уже умер, но слежу за тобой. Ты в опасности и тоже можешь умереть. Моя душа переживает за тебя. Тебе нужна помощь. Дух сообщил нам шокирующую информацию, после которой стало понятно, что одним визитом не обойдешься. Но Мэрилин сообщила, что обязательно поможет и даже даст скидку. Мне кажется, пора. Скажу честно, мне приходилось общаться с современными ведьмами и волшебниками, потому что я уверена, кроме реального мира существует другая, так скажем, духовная реальность, с которой эти люди тесно связаны. Но вот что важно. Нужно отличать не только шарлатана от настоящего ведуна, но и доброго волшебника от черного, злого. Самый простой тест – злой маг делает для тебя чудо за счет кого-то другого, причиняя кому-то вред. Добрый работает только с тобой. С Богом. После этого сеанса черной магии мне просто необходима порция светлых и добрых эмоций. Хорошо, что буквально в 2 часах ходьбы есть мегапопулярное место, куда приходят путники с надеждой на исполнение желаний. Это бар-музей Дон Пепе, владелец которого легендарный мужчина Пепе. И его личное чудо произошло тоже на Камино. Здравствуйте. Как вы? Какая красивая девушка! Меня зовут Пепе. Я хозяин заведения Дон Пепе. Я встаю в 5 утра и работаю до 11 ночи. Кормлю паломников. Заботиться о паломниках — смысл моей жизни. Раньше я работал в банке, в департаменте страховок. Я прошел Эль Камино, а потом оказался здесь и понял, что это мое место. Это было в 2010 году. Я закончила тоже налоговую академию. Бухгалтер? Нет, никаких банков. Лучше тут. Заведение Дон Пепе – это не только кафе. Это странный музей, практически храм пилигримов, где Пепе хранит вещи, доставшиеся ему от паломников. Первый экспонат появился в 2010 году. Бразильские паломники подарили мне футболку. А вот здесь вот висят лифчики женщин, у которых был рак груди. Они исцелились. А как вы узнали? Потому что каждый год паломники приходят и уходят и рассказывают информацию о предыдущих паломниках. В пути Сантьяго есть много любви, а также и много слез. Смотри, тут еще есть кое-что интересное. Этот подарок мне оставила целая группа врачей. Это же трусики висят. Не знаю, почему именно эту вещь. Чистые хотя бы были? Да, не волнуйся. Окей. Хорошо. Так, я свои трусики оставлять не буду. У меня есть сувенир тоже, который я обязательно оставлю. Пепе накрыл мне отдельный столик. И пока я завтракала, он рассказывал мне о чудесах, свидетелем которых он стал лично. Были паломники из Аликанте, которые загадали иметь детей. Несколько лет у них не получалось, и через 2 года после прохождения Камино муж сюда вернулся и сказал, что у него родилась двойня. И я ему пожелал удачи и сказал, что в следующий раз у тебя будет тройня. И представляете, спустя какое-то время он пришел и отец тройни. Это Камино. Ты тоже можешь попросить. Попроси святого и сразу тройню. У меня нет такого запроса. Пока. Сначала любовь. Ламор. У меня есть тоже сувенир для того, чтобы повесить в вашем баре и оставить на память. Это символ нашего телеканала. Пусть у вас тоже тут повисит и
На удачу. Спасибо большое. Дорогая, счастья тебе, здоровья и любви. Ох, какой хороший, не хочу от него просто уходить. Мне не хватает обнимашек на пути. Приходите к Дону Пепе, обнимитесь и, знаете, сразу как-то хорошо на сердце. Люди, которые работают на Камино и поддерживают путников, такие как Пепе, Карла и много-много-много других, заставили меня задуматься о том, что в наши дни увидеть и ощутить поддержку — это так бесценно, особенно от человека, который встретил тебя впервые. В реальной жизни у нас часто не хватает ни времени, ни душевных сил открыть сердце, посочувствовать, похвалить или просто помочь. А здесь, на Камино, ты понимаешь, что способность быть сердечным и открытым сохранилась в каждом из нас. И это, конечно, тоже чудо. Я уже который день иду по Камино и чувствую себя героиней мистического романа. Многие, между прочим, узнают о существовании этого пути из романа Пауло Коэльо «Дневник мага». Это автобиография. Коэльо сам прошел Камино и написал об этом путешествии книгу, в которой рассказал о своих встречах с демоническими вестниками и мистическими проводниками, которые учили его понимать древнюю мудрость этого мира. Но вот что удивительно. Писатель стал знаменит и популярен после того, как прошел по Камино. А книга, в свою очередь, прославила Камино де Сантьяго на весь мир. Я хочу узнать подробности этого самого известного чуда. Поэтому сейчас я иду в гости к человеку, без которого не было бы ни знаменитого писателя Коэльо, ни самой дороги, по которой миллионы людей идут к чуду. Здравствуйте. Здравствуйте. How are you? Проходите. Здорово, что заглянули к нам. Очень рада вас видеть. Я Хесус Хата. Всю свою жизнь я посвятил Эль Камино. Для меня путь — это сама жизнь. Хесус – владелец самого старого альберги на Камино. В средние века на этом месте был госпиталь, а бабушка Хесуса, местная целительница, создала в этом здании первый приют для паломников, где не только предоставляла путникам крышу над головой, но и лечила. Я знаю про то, что к вам приходил Пауло Коэльо, и вы тут с ним что-то тут колдовали, шаманили. Пауло был здесь впервые, когда сам проходил путь. Да, я проводил ему ритуал Кеймада. Здесь рядом есть древняя церковь, у меня есть от нее ключи. И после ритуала моя дочка спросила у Пауло: «Хочешь, чтобы я открыла тебе церковь?» И Пауло попал в церковь ночью. На двери там была выцарапана «Сантьяго Мото Морес», апостол Яков Матамо. Он стоял и смотрел на эту надпись и вдруг сказал: «Я хотел бы, чтобы случилось чудо, и я стал писателем». И моя маленькая дочка Анна Палома сказала: «Так ты возьми и начни прямо сейчас». Он достал блокнот и что-то записал. Оказывается, именно тогда он и начал писать свою первую книгу «Дневник мага» про свой путь Камино. И когда он вернулся в Бразилию, он дописал ее и продал множество книг. Получается, моя дочь дала ему этот совет. У Хесуса, тогда еще неизвестный Пауло Коэльо, оказался не случайно. В те годы молодой испанец был проводником по дороге Сантьяго. Это в средние века паломничество было популярным, а в 20 веке мало кто ходил в поисках чуда к мощам святого Иакова. Все известные тропинки заросли. И именно Хесус со знакомым священником вновь проложили несколько маршрутов и обозначили дорогу придуманными ими указателями – желтыми стрелочками. Они придумали ставить желтые стрелки на пути, которые потом стали символом паломничества. То есть желтые стрелки вообще, то есть вы понимаете, да? Он хранитель вообще таких историй. То есть, вау! Пауло Коэльо до сих пор дружит с Хесусом, звонит ему, иногда приезжает сюда и постоянно просит новых советов, потому что в этой семье наследственный дар – быть целителями и уметь читать судьбу. И этим надо воспользоваться. Может быть, у вас есть для меня совет какой-то?
Чтобы вы продолжали так же. То есть все нормально, да? Правильно иду. Да, все отлично. У меня есть вопросы с личной жизнью. Amores problem, you know? У всех бывают проблемы в любви. Дай руку. Все хорошо. Очень возвышенная любовь. Это прошлое, это будущее. В прошлом была проблема. Но любовь уже в твоей голове. Уже? Да, уже в твоих мыслях. В альберге Хесуса я осталась на ночь. Вкусный ужин и удивительная атмосфера всеобщего братства и любви. К началу Эль Камино все приходят разными. У каждого своя шелуха, нанесенная суетой и проблемами. А в пути эта шелуха отпадает, и все становятся проще и сердечнее. Да и вообще. Я уже наслаждаюсь ночевкой в общей спальне альберги и даже банкой консервов вместо домашнего ужина. До Сантьяго осталось 4 километра. Всего 4. Я просто иду и не верю. Совсем близко. Да, вот так вот раньше выглядели пилигримы. Смотрите, кто-то заботливо наклеил пластырь на памятник. Да, на протяжении веков у паломников общие проблемы. Вот и Сантьяго де Компостела, финальная точка моего путешествия. Такого количества пилигримов я не видела еще нигде. Огромное количество людей с рюкзаками за спиной, со своими историями внутри и надеждой в глазах. Здравствуйте. Мы семья из города Мурсия, мы родственники Джезуса. Ему исполняется 50, и в честь этого он решил пройти этот путь на инвалидном кресле. Боже мой, весь путь на кресле? Да, он прошел весь путь до Сантьяго. Его сестра, мы все помогали ему в пути. Поднимали на ступени, убирали камни, несли на руках. Это очень трогательно, это реально чудо. Я так счастлива, что вы поддержали его и пошли все вместе. Простите, это не мы его, а он нас вытащил. Это он? И он еще, это он все вообще придумал. Вау. Джизус, вы мой герой. Вы понимаете, если такие люди могут это сделать, то на что мы вообще способны? Видя всех этих людей, все эти глаза, действительно, Камино это что-то с чем-то. Фух. Буквально пару шагов мне осталось до площади, и у меня внутри такое волнение, прям так. Радость, у меня появляется радость. И прям такое, знаете, как мурашки по коже. Не случайно эту площадь называют сердцем Камино. Градус эмоций зашкаливает. Все эти люди шли, преодолевали себя, страдали от усталости, отсутствия комфорта, сталкивались со своими страхами, открывали в себе не только хорошее. И, наконец-то, дошли до своей цели. И в этот момент становится невероятно легко. Я поняла главное чудо Камино. Это великая и мудрая практика, в которой с каждым шагом пилигрим становится ближе к себе, настоящему и живому. Я не могу описать чувства, которые я сейчас испытываю. Это какая-то внутренняя дрожь, трепет, и хочется расплакаться от счастья. Я чувствую, что я какая-то новая, что-то по пути я оставила. Оставила какие-то ожидания свои, иллюзии какие-то сгорели. Я просто так сильно вдохновилась. В общем, друзья, это того стоит. Это того стоит. Вы можете получить то,
что даже не задумывались, что это с вами случится. Или вы можете загадать одно желание, или пойти с какими-то своими одними мыслями, а все случится ровно так, как это должно случиться именно с вами, именно сейчас. Поэтому, если вы решитесь, сделайте камино. Это того стоит. На самом деле, к концу пути я поняла, что мне предсказала мрачная карта Катарины. И поэтому в соборе Святого Иакова желание я загадала осознанное и очень искренне. Когда я только начинала путь, я думала об отношениях с одним молодым человеком. У нас только завязались отношения, все было так хорошо, но пока я шла, я поняла, что я не буду в этих отношениях. И, честно говоря, это так странно, потому что я вроде ищу любовь, и в целом было бы здорово как-то организовать свою личную жизнь, а у меня все случилось совсем наоборот. Это все была иллюзия, то, что я себе напридумывала в голове образ этого идеального парня. И с одной стороны, мне немного грустно, что так вышло, а с другой стороны, мне так радостно, потому что это честно, это правда, и это и есть камино, когда ты приходишь к себе, к своей правде. Вот для чего стоит делать этот путь. И еще важный момент. Пока я шла, я поняла, кто мне нужен и как я себя рядом должна чувствовать. Посмотрим. Желание-то я загадала.